Глава 200. Именно в этот момент двое неожиданно почувствовали волну дрожи, улыбки мгновенно исчезли с их лиц, взгляды сделались настороженными. «В чем дело?» Немного обеспокоенно спросил Селянь. «Это дрожит божественное изваяние. Оно ведь не рухнет, все-таки печать на медной печи была сделана из огромного камня в 10 тысяч цзиней, полного темной энергии. И если из-за этого громадная статуя развалится, принца постигнет безмерное раскаяние. Ведь это лучший его образ, высеченный для него Хуаченом». «Не стоит волноваться», — сказал Хуачен. «Статуя в порядке. Это дрожит гора». Так и есть, внизу стремительным потоком сходил снег, в некоторых местах обнажилась сама гора. Похоже, что-то пыталось вырваться из медной печи. Хуачен заслонил Селяня собой, а принц произнес: «Это безликий бай». Разумеется, принц не стал бы самонадеянно полагать, что каменная статуя одним ударом раздавила бы безликого бая насмерть. Возможно, он лишь недолго находился в бессознательном состоянии, и потому не стоило терять бдительность. Однако вскоре на них налетела волна раскаленного воздуха. Эта волна выплеснулась из жерла бездонного вулкана и несла в себе запах вулканической серы. Селянь инстинктивно ощутил приближение опасности. Хуачен тоже серьезным тоном произнес: «ГГ, уходим». Селянь сложил руки в магической печати и вместе с Хуаченом взбежал по руке статуи, в несколько прыжков оказавшись на ее плече. Изваяние, слушаясь приказа, сдвинулось с места и помчалось вниз с горы вместе с бурным снежным потоком. Одно скольжение, и позади оставались несколько ли, в стороны летели снежные волны. Руки статуи оказались свободны, что позволяло огромному изваянию в 10 тысяч цзиней держать равновесие. Но только они добрались до середины спуска, как гора содрогнулась сильнее прежнего, отчего божественная статуя едва не упала. Обернувшись, Селянь и Хуачен увидели, как вместе с оглушительным грохотом, потрясшим небеса и землю, из вершины медной печи, словно способный уничтожить целый мир, повалил столб черного дыма. Селянь так и остолбенел от этой картины. Но в тот же миг небо над ними заволокло густыми черными тучами, и в этих тучах, скрывших солнечный свет, замелькали бесчисленные человеческие лица, руки, ноги. Невероятно жуткое зрелище. Селяню уже доводилось видеть нечто подобное несколько сотен лет тому назад. И вот сегодня пришлось узреть снова. Это ведь, Хуачен сосредоточенно ответил, души погибших людей Уюна. Должно быть, души всех погребенных под пеплом извергшегося вулкана жителей Уюна собрались над ними. Хуачен вдруг воскликнул: «ГГ, внизу, в 10 чжанах». Селянь немедля приказал божественной статуе нанести удар каменной рукой в указанном направлении. Там среди белого марева стояла белая фигура. Безликий бай. Он почти слился со снежным потоком воедино, и все же не укрылся от их глаз. От удара толстый пласт снега поднялся огромной волной, но цель ускользнула. Подвергшись совершенно недавно атаке каменной статуи в темноте, на этот раз демон, разумеется, был готов. Белый силуэт мелькнул, а уже в следующий миг очутился на колене громадного изваяния. Статуя, не промедлив ни мгновения, занесла руку для удара, но на полпути Селянь, сжав зубы, приложил усилие, чтобы ее остановить, и подумал: еще немного, и я бы попался. Статуя только что пробилась через печать медной печи собственной головой, и если Селянь позволил бы изваянию нанести удар каменной ладонью по каменным коленям, малейшая ошибка могла бы привести к тому, что оно лишилось бы руки или ноги. Похоже, это и была цель безликого бая — заставить статую навредить самой себе. Селянь вовремя приказал каменному божеству остановиться, а тем временем Хуачен медленно вынул из ножен длинный и тонкий серебряный клинок своей сабли. «Убирайся», — бросил он безликому баю. Безликий бай поднял голову, глядя на них. Хуачен с угрозой добавил: «Не тебе касаться этой статуи своими грязными лапами». Неожиданно Селянь воскликнул: «Сань Лан». Он указал на вершину медной печи. За черным дымом нечто выплеснулось наружу. Нечто текучее, цвета алого золота, обжигающе кипящее.
Вулканическая лава, красно-золотая лава смешалась с клубами черного дыма и потекла вниз с горы, накрывая все на своем пути. Воспользовавшись замешательством, безликий Бай спрыгнул со статуи и исчез среди снегов. Селянь, отбросив мысль броситься в погоню, закричал: «Бежим!» Громадная статуя, послушавшись приказа, в несколько широких прыжков, которые грохочущим эхом раздались по округе, сбежала с медной печи. Казалось, земля содрогнулась, когда ноги статуи коснулись ровного подножия горы, изваяние двигалось быстро, однако лава и черный дым также поражали скоростью, пугающий поток почти настиг их. Оказавшись внизу, Селянь не решился останавливаться, тут же велел статуе подняться и бежать прочь. На бегу принц понял, что скорость статуи снижается. В душе это показалось ему странным и нехорошим знаком. Принц даже решил было, что ему лишь померещилось, когда вместе с каменным исполином он остановился и ухнул вниз. Изваяние, перестав слушаться, встало на месте и опустилось на одно колено. Затем и вовсе подалось вперед, словно лишилось сил и вот-вот свалится от усталости. Сердце селяня мгновенно подскочило к самому горлу. Беда. Они падают, и огненный поток вот-вот настигнет их. Прямо в этот момент селянь ощутил на поясе руки Хуачена, который притянул его к себе, одной рукой крепко обнял за талию, другой приподнял голову за подбородок и прижался чуть холодными губами. Принц округлил глаза, затем его грудь наполнил приятный освежающий поток, который растекся по всему телу, придавая сил. Поцелуй вышел коротким, Хуачен почти сразу отстранился и сказал: «ГГ, попытайся еще раз поднять ее». Селянь немедленно пришел в себя, сложил руки в печати, и статуя, которая уже почти упала лицом вниз, резко выбросила вперед руки, упираясь в землю. И следующим шагом поднялась снова. Оказывается, изваяние не только с виду истратило все силы, это случилось на самом деле. Чтобы управлять таким огромным божественным образом, необходимо затратить страшное количество магических сил, и принц без остатка сжег те, что ему передал Хуачен перед прыжком в жерло вулкана. Неудивительно, что статуя замедлилась и стала падать. Только вновь ощутив магические силы, статуя ожила. И на этот раз она бежала быстрее прежнего, двигалась намного проворнее. Однако Хуачен воскликнул: «ГГ, еще быстрее!» Селянь и сам хотел бы приказать статуе бежать быстрее, но в то же время переживал, что так затратит больше магических сил, поэтому неуверенно спросил, выдержит ли она. Что если магические силы опять иссякнут? Уверенный голос Хуачена прозвучал возле уха принца: «Этого не случится, думай только о скорости. Никогда ничего не бойся, я здесь, с тобой». Хуачен стоял рядом, крепко держа принца руками за талию. И присутствия его одного было достаточно, чтобы селянь почувствовал, будто бы весь мир встал на его сторону. Принц сделал глубокий вдох, закрыл глаза и ответил: «Хорошо». Затем вытянул руки вперед, задействовал все магические силы, чтобы сложить самую сильную печать, и выкрикнул приказ: «Беги, бум!» Бум! 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 Каменная божественная статуя понеслась вперед, одним прыжком преодолевая несколько ли, перескакивая через ущелья и перелетая через холмы. Они действительно оставили черные дымовые облака и лаву далеко позади. На такого огромного бегуна было невозможно не обратить внимания, от одного его шаг-волной расходилась мощная дрожь, будто с небес падали булыжники. Эта дрожь затронула бесчисленных демонов, рассеянных по всей территории горы Тунлу, и все они растерянно остолбенели. Многие, задрав головы, увидели собравшиеся в небе черные тучи, однако только подивились, не придавая большого значения. Все-таки они находились в месте, где могло случиться что угодно, и это всего лишь озлобленные духи, а демоны практически ничем от них не отличаются. Каждый день таких встречается несметное множество, чего тут бояться, но стоило демонам узреть огромную бегущую статую бога войны, они так и застывали, потрясенные: это что еще такое? Тут же раздались испуганные вопли: какая громадина! Им никогда не доводилось встречать настолько исполинские статуи. Зрелище поистине пугающее. Сначала селянь хотел обогнуть столицу Уюна, чтобы его божественная статуя не превратила в руины старинные здания с 2000-летней историей,
но вдруг вспомнил: Сань Лан, генерал Пэй, повелитель дождя и остальные, они ведь все еще где-то здесь, да. «Возвращаемся, возвращаемся», — торопливо велел изваянию Селянь. «Мы кое-что забыли, подберем и унесем их тоже». Статуя, которая бежала слишком быстро, резко остановилась, даже отшатнувшись, и уже развернулась назад, когда Селянь вдруг ощутил, как все вокруг содрогнулось, под ногами опустело, и сам он подлетел в воздух. Только тогда принц осознал, что же произошло. Статуя упала, Селянь и Хуачен ровно опустились на грудь каменного колосса. Приказывая статуе подняться, принц посмотрел вперед и обнаружил, что изваяние упало не по его вине, а по иной причине. Перед ними вздымалась высокая гора. Конечно, она не могла сравниться по высоте с медной печью, но все же оказалась выше каменной статуи принца. Селянь прекрасно помнил, что они не перебирались через гору, когда бежали вперед, поэтому заглянул дальше через нее. Как и следовало ожидать, за первой горой встали еще две, примерно такие же по высоте. 3 величественные горы преградили огромной каменной статуе божества путь назад. «ГГ, будь осторожен», — предостерег Хуачен. «Это и есть стражники горы Тунлу. Старость, болезнь и смерть».